Представьте, что вы просыпаетесь не от звука будильника, а от низкочастотной вибрации, от которой дрожат стекла в вашей спальне. Это не землетрясение и не строительные работы. Это стадо диплодоков проходит по выделенной зеленой полосе в 2 кварталах от вашего дома, направляясь к городскому парку на завтрак. Добро пожаловать в 2026 год. Мир, где гигантские рептилии не вымерли 66 миллионов лет назад, а стали частью нашего трафика, экономики и даже мемов в социальных сетях. Мы привыкли считать себя хозяевами планеты, но что, если бы нам пришлось делить ее с существами, чей вес измеряется десятками тонн, а инстинкты не менялись вечностью? Сегодня в «Хрониках мира» мы разберем по деталям, как выглядела бы наша жизнь, если бы юрский период никогда не заканчивался. Первое, что изменилось бы в наших городах, это сама их структура. Забудьте об уютных узких улочках Европы. В мире с динозаврами проспекты должны быть шириной в 100 метров, чтобы зауропод мог развернуться, не обрушив пару жилых домов. Архитектура стала бы вертикально защищенной. Первые 3-4 этажа зданий – это глухие бетонные стены, усиленные арматурой. Почему? Потому что любопытный трицератопс весом в 12 тонн может случайно протаранить ваш цветочный магазин, просто погнавшись за бабочкой. Окна начинаются только с уровня 5-го этажа, там, куда не дотянется голова самого высокого травоядного. Парковки превратились бы в настоящие крепости. Представьте знак: парковка запрещена, зона миграции тираннозавров. Вашу машину не эвакуируют, ее просто раздавят, и ни одна страховая компания не признает это страховым случаем, если вы нарушили правила разметки. Города были бы опутаны высоковольтными заборами, разделяющими человеческие зоны от транзитных путей ящеров. Но даже это не спасало бы от мелких хищников, компсогнатов. Эти существа размером с курицу стали бы новыми городскими крысами. Они проникают в вентиляцию, воруют еду из доставок и охотятся на домашних кошек прямо в подъездах. Сельское хозяйство изменилось бы до неузнаваемости. Зачем фермеру трактор или десяток валов, если у него есть прирученный анкилозавр? Эти живые танки могли бы вспахивать гектары земли за часы, но содержание такого питомца – это логистический кошмар. Один взрослый травоядный ящер съедает до полутонны зелени в день. Экономика подстроилась бы мгновенно, появились бы фермы по выращиванию папоротников, гигантские теплицы, работающие только на прокорм городского зоопарка. А что с мясопереработкой? Стейк из бронтозавра в меню фастфуда стал бы обыденностью. Одно яйцо тираннозавра могло бы накормить целую роту солдат, но цена такого деликатеса была бы астрономической, учитывая риск, на который идут собиратели яиц. Но самая прибыльная сфера – это безопасность. Продажа портативных ультразвуковых отпугивателей, феромонов антихищник и систем ночного наблюдения за периметром стала бы триллионным бизнесом. Быть дино-пастухом, эцатой – это самая престижная и опасная работа. Эти люди на вертолетах и бронированных джипах круглосуточно следят, чтобы стада гигантов не забрели на взлетно-посадочные полосы аэропортов или на оживленные шоссе. История войн была бы написана совсем иначе. Ганнибал вел слонов через Альпы, но представьте армию, у которой на вооружении стоят велоцирапторы. Маленькие, быстрые, обладающие зачатками интеллекта и идеальным ночным зрением, они стали бы идеальными диверсантами. В 20 веке страны соревновались в ядерной гонке, а в нашем сценарии – в генетической. Кто создаст более послушного и свирепого хищника? Боевые птеродактили с закрепленными на груди камерами и датчиками стали бы первыми в истории беспилотниками, только живыми. Геополитическая карта мира тоже бы изменилась. Границы государств проходили бы не по рекам, а по естественным преградам, которые не могут преодолеть крупные ящеры. Огромные территории Африки и Южной Америки могли бы остаться ничейными землями, где динозавры полностью доминируют, и человек там – лишь случайный гость в нижней части пищевой цепочки. ООН создала бы специальный комитет по межвидовому праву. Имеет ли право тираннозавр на жизнь, если он съел ценного чиновника? Ответ на этот вопрос разделял бы политические партии на десятилетия. Культура бы тоже пропиталась этой темой. В кино вместо супергероев реальные истории выживания в джунглях Амазонки.
В моде одежда из сверхпрочных синтетических волокон, имитирующих чешую, чтобы защитить кожу от случайных царапин ядовитых видов. Динозавры стали бы божествами для новых культов, символами мощи, перед которой технологии иногда бессильны. Могли бы мы ужиться? Скорее всего, да. Человек, самое адаптивное существо на Земле. Мы бы приручили одних, научились бы избегать других и истребили бы третьих. Но мир бы навсегда потерял свою тишину. Громовой рев Терекса в ночи напоминал бы нам о том, что природа – это не парк для прогулок, а суровая арена борьбы. Сосуществование с динозаврами сделало бы нас не слабее, а мудрее. Мы бы наконец поняли, что планета не принадлежит нам. Мы лишь временные арендаторы в мире, который уже принадлежал другим миллионы лет до нас. И, возможно, глядя в огромный желтый глаз зауропода, жующего траву у вашего окна, вы бы почувствовали ту самую связь времен, которую мы потеряли в погоне за прогрессом. Это были хроники мира. А какого динозавра вы бы завели себе в качестве домашнего питомца? Напишите в комментариях, как бы вы его назвали и чем кормили. Нам очень интересно почитать ваши идеи. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие сценарии невероятных реальностей. До встречи в новом мире.